Друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала, всем большое спасибо, что дождались, и после такой паузы возобновляем мои интервью здесь, и прямые эфиры, и вживую, онлайн, что называется, с пылу с жару, и все как есть. Андрей Золотарев, украинский политтехнолог, прямо сейчас на связи. Андрей Владимирович, приветствую вас. Добрый вечер, Александр. Вот. У меня на прямом эфире зрители интересовались, а где же Шелест? О. Пусть успокаивают, что с вами все в порядке, слава богу. Но такой вопросы такие были заданы. Ну, друзья, в принципе, на все вопросы ответим в шуме. Шум будет в воскресенье в ближайшее, там, как обычно. Все обсудим, посмотрим, прокомментируем, пошумим. Все на самом деле куда проще, чем обрисовали и так со злопыхательским, каким-то издевательским тоном вывалили в соцсети разные, в кавычках, доброжелатели. Поэтому, друзья, мы рады, что вы у нас есть. Подписывайтесь на YouTube-канал Андрея Золотарева, подписывайтесь здесь, если не подписаны, и ждите новые выпуски. Все как есть и как водится. Здесь обсуждается самое горячее и самое важное. Сегодня мы поговорим о многих вещах. Сегодня действительно такой поток новостей, очень серьезный. Во-первых, да, удары по югу Украины, отрезан кусок Одесской области. Конечно, Путин, который на прямой линии говорит: так давайте, мы готовы на день голосования воздержаться от ударов в глубину Украины. Получается, зеленый свет как бы выбором. Это будем обсуждать. Естественно, поговорим немного о Трампе, о том, что существует версия, ее запустил Арестович, о том, что, в общем, Трамп хочет быстро закончить войну и потом раз и в Венесуэлу податься. Ну, так сказать, порядки на своем полушарии наводить. А это все и многое другое прямо сейчас. Начнем традиционно с таких прелюдий прямого эфира. Вы, если подписаны, то вперед в чат трансляции, там голосуйте, общайтесь. Мы ответим на вопросы чата трансляции в финале эфира. Заблаговременно свой вопрос можно задать в сообществе YouTube и закрытом клубе в телеграм-канале Шелеста, зрителей Шелеста. Все ссылки есть, QR-код, который видите на экране, возможность и каналу помочь, и вот на экран вывести свой текст, вот чтобы все увидели. Собственно, все. Опрос эфира такой. Должны ли, по вашему мнению, на выборах в Украине голосовать граждане из России? Варианты. Однозначно да, и причем во всех странах, в максимальном количестве стран, которые только нужно организовывать эти выборы, если к ним вообще дойдет. Нет, они же там с паспортами России, это же зрада. Следующий вариант. Нет урнам за бугром в принципе. То есть вообще не надо в заграничном округе, участке проводить голосование. Хочешь голосовать, возвращайся на территорию Украины и голосуй. Грузины приняли такое законодательство через 2 года у них выборы, и теперь будут вот так они проводиться. Хочешь голосовать, приедь, проголосуй, дальше езжай, делай, что хочешь. За границей вообще даже организовывать не будут. Ну и финальный вопрос. Я не верю в выборы, они невозможны. Без этого варианта, извините, никуда, потому что об этом только ленивый не говорит. В общем, такие 4 варианта и такой как бы не праздный вопрос касательно голосования украинцев на территории Российской Федерации. Что вы думаете по этому поводу, какой вариант выбрали бы? Если исходить с правовой точки зрения, то украинцы, граждане Украины, находящиеся на территории Российской Федерации, поскольку Украина и Россия не находятся в состоянии войны, де юре это не было объявлено, они должны иметь возможность реализовать свое избирательное право, активное избирательное право. Но в наших специфических условиях, я думаю, что поступят как всегда. Я думаю, что попытаются имплементировать опыт Молдовы, молдавизации выборов. Тем более там сидит, поделится опытом Сейяр Куршутов, которого благополучно убрали из санкционных списков. Довольно известный персонаж. И что касается граждан Украины, находящихся на территории Российской Федерации, сделают все, чтобы это не было реализовано. И понятно другое, то, что 1 миллион украинцев, граждан Украины в Польше, 1 200 000 в Германии, там в других странах 200-300 тысяч, там, я имею в виду Италию, Испанию. Этот колоссальный ресурс, который может быть использован для коррекции результатов выборов в нужную сторону. Вы помните, как шел по счету Майи Санду. Вот ровно
До того момента, пока не начали считать зарубежные голоса, там каких-то 10% вроде бы оставалось. И тут картина переворачивается на диаметрально противоположную. Я думаю, вкупе с цифровым голосованием, которое уже поддержал Зеленский, вкупе с возможностью запустить избирательный процесс за рубежом, тем более европейцы могут подставить плечо Зеленскому, эти технологии могут быть задействованы. Ну и самое главное, выборы в условиях военного положения, знаете, это оксюморон. Как бы там ни было. Да, их, в принципе, можно провести, но это будет сравнить тем выборам, который проводил южнокорейский президент Ли Сен Ман во время Корейской войны. И где там была оппозиция. Загнал под плинтус, и замечательно. Ведь, знаете, одно дело, когда идут массовые отключения, это, естественно, это нарушает, плюс невозможность проводить встречи, массовые мероприятия. А, к примеру, заходят два кандидата в президенты на дебаты, а выходят со 111 статьей зрада. Военное положение. Ну, поэтому Владимир Александрович хочет выборов, президентских выборов, но в условиях военного положения. Другие варианты ему не интересны, поскольку без военного положения включается какая-никакая конкуренция, ослабляются гайки, закрученные гайки, и тогда результат может быть весьма неприятный. Я вам готов возразить только в одном моменте. Так а что вы называете оппозицией? Вот смотрите, тут же очень интересный момент. Это мы сейчас обсуждаем, скажем так, это аллюзия на прямую, ну, как бы анализируем прямую линию Путина, где он говорит, значит, мы готовы на день не стрелять, пускай люди голосуют, в день голосования. И второй момент, надо как-то организовать все-таки эти выборы, чтобы 10 миллионов украинцев там проголосовало. То есть, смотрите, то, как, тут уже пишут в чате, мы в прямом эфире шутят, там, как Элла Панфилова посчитает голоса украинцев, понимаете, которые там, как бы понятно, это не просто рычаг, ну, я не думаю, что за Зеленского кто-то на территории России из украинцев вообще проголосует. Это исключено. Так, а внутри кого загонять под 111-ю? Всех загнали. Нет, предположим, тот же абсолютно гутоперчивый и бархатный Бойко. Что-нибудь не то, как говорится, неудачно сформулирует и получив фашизм гранат. Знаете, у нас оппозиции, по большому счету, оппозиция ведь это альтернативная точка зрения, это иные подходы. Оппозиции, по большому счету, у нас нет. У нас есть конкуренты в борьбе за власть. А реальная оппозиция у нас с 2014 года ее методично зачищали и загоняли за синий лес. Это факт. Да, но смотрите, другое показательно, что за день до Путина об этом заговорил Медведчук. Вот это, кстати, да, вот это, кстати, удивительно. Да, я бы на это обратил внимание. Вот. Ну и судя по всему, с учетом того, что если такие додавят возможность голосовать гражданам Украины и Российской Федерации, мы получаем жесточайший внутренний конфликт. Ну а дальше, помните, история раздела в Польше, вот можно вспомнить, тем более, учитывая тот градус ненависти и нетерпимости в украинском обществе, о котором говорил экс-главком Залужный. Правда, он в другом. Он говорил о ветеранах, которые придут, у них никаких жизненных перспектив, они пойдут по скользкой дорожке. Тут вопрос в другом, в том, что украинцы давно поделены на правильных, неправильных, на патриотов, москворотых, ухилянтов, сведомых. Ну, это, кстати, отдельная тема по поводу вернувшихся военных. Показывали недавно абсолютно же как бы лояльные проукраинские эти суспильные, да, из Ивано-Франковска показывали историю бойца, который там в фортеце Бахмут, в общем-то, получил серьезное ранение, ну и даже видно, что он там и прихрамывает, и говорит как-то так, сам медик по образованию. Ему выделили в каком-то селе Ивано-Франковской области хату, которая там, собственно, ну я не знаю, там
предыдущий хозяин там же и умер, говорит, вот кровь, все покосившееся, все ужасное, в ужасном состоянии, и потом показывают толстомордых представителей местной власти, которые говорят, слушайте, ну мы как громада, мы не обязаны вообще никакое жилье выделять, а он, если попадет под программу, докажет свою инвалидность второй группы, он тогда может что-то рассчитывать. Короче, я к чему этот пример привел? Что вот этот фактор вернувшихся бойцов, их видят какой-то большой силой, но конкретно истории вот этих людей нам показывают, что силы нет. Это все миф и блеф. Я имею в виду ветеранов, которые реально воевали, которые реально пострадали, которые сейчас в тылу. Знаете, может быть другой. Вот подобно тому, как было с афганцами, у которых там в 80-е годы было почет и уважение, везде как говорится, встречались с цветами, а потом, спустя 2-3 года, начало 90-х, они начали слышать, мы вас туда не посылали. Я думаю, что пару лет, и примерно такая же история повторится. Ну, так как у многих ПТСР, у многих, как говорится, эхо войны, гостинцы с фронта припасены, то мы можем действительно стать свидетелем трагических событий. Но как организованная политическая сила, ну, я, честно говоря, не верю. Растащат по партийным берлогам, вот, тем более те, кто распиарен, те, кто публичен из волонтеров, ветеранов. Ну, а остальные будут как-то пытаться со временем строиться в мирную жизнь. Но пока мы говорим о выборах, ну, и еще непонятно, что с войной. Ведь вы упомянули Арестовича. Алексей, видимо, снова взялся за старое. То было несколько недель, теперь несколько дней. Но мы же забываем о том, что гладко было на бумаге. Вот как бы следующая неделя, я думаю, будет вот это перетягивание каната, чья возьмет. Да, Европа не пошла она не бросила вызов Кремлю, она не бросила вызов Трампу, она изыскала. Напечатают деньги, как говорили ряд российских экспертов. Тут они оказались правы, когда они говорили о том, что деньги Зеленскому дадут. Но у Трампа есть же еще и внутренние проблемы. Есть же закон, который подписан был Трампом еще в 2017 году. КАЦА, федеральный закон 115-44. Где, ну, собственно, мирный план Трампа вступает с ним в явное противоречие. Ну, а что такое нарушить федеральный закон? Ну, можно нарваться на большие неприятности, даже действующему президенту. Как бы там ни было, но законы в Соединенных Штатах как-то блюдут политез. И что с этим делать? Ну, и, по крайней мере, я думаю, вот эти 90 миллиардов евро, они вдохнут потужности и готовности и дальше петлять для Владимира Александровича. Надолго? Да. Ну, как Я оцените, думаю, надолго? ну, буквально, смотрите, я думаю, что до рождественского вот этого дедлайна осталось всего ничего, там неделя. Я думаю, что вот на следующей неделе мы увидим, дружит ли снова с делом у Трампа. И, судя по всему, ну, так как Зеленский себя позиционирует не как часть решения проблемы, а как часть самой проблемы, думаю, Трамп попытается эту фигурку передвинуть. Я не думаю, что выбросить с доски совсем, но не исключено, что мы можем стать свидетелями таких бурных политических событий в самой Украине. Я думаю, что поставленные на паузу расследования НАБУ могут получить второе дыхание. Тут, да, действительно присутствует такой элемент договоренности. Мы же видели, выпустили как Магомеда Расулова, Гусарова, и как-то вроде бы дело многим показалось, что спускается на тормозах. Но, судя по заявлению руководителя группы детективов Абакумова, ну, фамилия говорящая, просто вспоминается, темные сталинские времена, но процесс идет. И, судя по всему, это рано или поздно вот это ружье выстрелит. Я думаю, до 27-го, до 25-27 какой-то ход здесь начнется. Ну, то есть логика да. такая примерно, как и с Днем Благодарения. Хотели же до Дня Благодарения все решить, потом, в общем, заортачились, и Ермак как бы улетает в отбой со своей должности. Уже прямо на следующий день у него обыски, и, в общем, вот такая история может приключиться. Ну, хорошо. Тогда, а что означает в этом деле сегодняшняя госизмена Миндичу?
Ё-моё! Слушайте, а как это вообще? Я тоже так думал, но не нашел ответа. Это никто не сказал, то есть никто не подсказал. Короче, Минтич же вроде как лишен украинского паспорта, он уже не Да, гражданин Украины, а да. изменял Украине, представляете? Ой, а с кем государственная измена? Ну, как я понимаю, что его действия, связанные с хищением, с откатами, с распилом средств, ну, интерпретируется как госизмена. Но я думаю, фактов, может быть, имеется в виду вот эта двушка в Москву, вот, может, за нее ухватились, ведь кто-то должен был санкционировать эту двушку в Москву. Вот. И, может быть, в этом ведь людям паяют 111 за куда меньше, там, за пару строк в социальных сетях, за неосторожную фразу, ну, а тут все-таки 2 миллиона в Белокаменную, это действительно, за это могли бы ухватиться. Но Миндичу, знаете, ему как Соловью Фиолетово, ну, тем более со Святой Земли, с РС-Израиль выдачи нет. Граждан Израиля, своих граждан Израиль не выдает, но разве что если очень сильно ФБР. Ну, пока вроде бы каких-то движений в этом направлении нет. Так, а Мин- Ермак, который Али-Баба на пленках Миндича якобы, он вообще там не фигурирует. Говорят, у него обыски были по другому делу, сегодня Магомед Расулов заявил. То есть его ведут и быстро-быстро заметают следы, а это все Энергоатома и вот этого всего скандала Миндичгейта вообще не касается. Так а чего касается? Я думаю, там вылезет еще и оружейка, то, что творилось в оборонпроме, ну, энергетика, оружейка, ну, газ, электричество, все это проходит через президентский кабинет. Всегда, во все времена, еще со времен Кучмы, эти бизнесы решались через президентский кабинет или через кабинет главы администрации, а сейчас офис. Но Ермак чуть-чуть отошел, то есть вышел из вот этого состояния грохи после нокаута, ноябрьского нокаута, ну и пытается э, офис на президентскую республику переформатировать в бэк-офис на президентскую республику. Откуда он там ведет? Но пока мы видим, что ни один из ермосят в министерских креслах на выход не пошел. Хотя были слухи о том, что будут кадровые перестановки. Одного, второго, третьего уволя даже не хочу. Там и по генпрокурору были вбросы, но пока ничего этого не произошло. Поэтому ждем недельку, я думаю, не больше. А кто офисом руководит сейчас? Ну, возможно, Андрей Сам Борисович. Зеленский? Не, я думаю, есть замы, в конце концов, и есть, в конце концов, Ермак, ведь очень многие вопросы можно решать дистанционно. Современные средства коммуникации позволяют. А Другое где, дело, то, подождите, что, а где офис у Зеленского? ну, где у него бэк-офис, но злые языки говорят о том, что Ермака видели там на улице Нагорной, где находится офис службы внешней разведки. Вот. Возможно, эпицентр, как говорится, мозговой центр офиса Зеленского теперь там. Но, знаете, вот как говорил один губернатор, система выстроена так, что если там половину этого здания обл. Администрации зачистить и, как говорится, люди исчезнут, все будет работать. Вот я думаю, офисом президента примерно обстоит. Потому что не было никаких, ну, президент за рубежом, да, то есть двухнедельный тур по городам и весям, но здесь не было каких-то серьезных политических, кадровых решений за это время. Мы не наблюдали. Ну, вот, поэтому... Такое ощущение, что, простите, у нас же тоже Янукович в командировку уезжал. Ну, помните, в 2014 году? Было, было. Ну, он там в Харьков, потом в Да, Донецке, да. в Крыму его там фиксировали. А потом как-то вот собрались они и сказали, ой, Потом, президент смылся и ушился, и все, нет у нас больше президента. Так, слушайте, кстати, так надолго оставлять свою булаву в Киеве Зеленскому тоже рискованно. очень рискованно. Рискованно. Ну, знаете, говорят злые языки. Почему Зеленский не хочет уходить? Ну, далеко не уйдет. Сегодня на самом деле очень серьезные проблемы на юге Украины.
Значит, прошлой ночью, потом днем, потом вот сейчас в момент нашей сегодняшней встречи, вот у нас 19:23, час назад еще раз была угроза баллистики, прилет по маякам. Это соединение, собственно, вот этого огрызка Одесской области плюс ворота, ну, ворота за границу, пункты пропуска. Сейчас просто как фронтовые сводки, оттуда только новости из Одесской области. Значит, движение перекрыто на, в общем, следующие пункты пропуска. Паланка, Рени, Табаки, Виноградовка, Малоярославец, Августовская, Новые Трояны, Староказачье, Орловка. Ну, это люди, наверное, может, не слишком такие выдающиеся, говорящие названия, но те, кто пересекал границу в том направлении, в направлении Одесской области, они как бы понимают, о чем речь. Там невозможно теперь движение. Плюс Одесская госадминистрация заявляет, что трасса Одесса-Рени вообще закрыта для грузового транспорта в принципе. Убытки колоссальные. Поражение, в общем-то, нам же как говорят, почему не бьют по мостам? Так у нас мосты там из чугуна, стали, вообще их ничто не берет. А оказалось, берет. Причем наши военные эксперты говорят, что идет поражение, например, не только вот там дронами, баллистикой, а еще и с кассетной частью. Это вообще, чтобы там не ездили, боялись. Ну, потому что это как бы и для людей опасно это все. Не только там сам момент удара и место там, где дыра в мосту. Что это за акция? И ну, мы видим, какой-то план за этим должен стоять. Конкретно у российской стороны отрезать вот этот обрубок Одещины. Отрезание Одессы и, видимо, удары и по порту. И, судя по всему, конечно, одесситы в шоке. Знаете, когда дорога до Кишинева, ну, ведь многие, и не только одесситы, пользовались вот этим маршрутом через маяки и на Кишинев, и оттуда из аэропорта Кишинева улетали там, куда кому надо. Ну, теперь дорога из Одессы в Кишинев 20 часов. Объезд. 20, ориентируется на 20 часов. Ну, а это, кто не хочет бусом, ну, пожалуйста, такси за $700. Нормально. Ну, вопрос опять же. Почему важнейший стратегически значимый мост оказывается не прикрыт от шахедов. Ладно, понятно, баллистик. Там далеко не каждый зенитно-ракетный комплекс способен перехватить, но когда мы видим десяток шахедов, которые там пролетают над Одессой, и я туда к мосту. И причем, ну, Флэш же, это эксперт по беспилотникам, же говорил, что шахеды, благодаря использованию китайских меш-модемов, теперь имеют возможность в онлайн-режиме корректировать удары. И, минимум, точность этих ударов возросла радикально. И, увы, вот с этим мостом эта история. Ну, тут вопрос, опять же, ладно, не прикрыли. Но понтонно-мостовые бригады есть же в составе ЗСУ. Ну, вот тут надо думать, это, конечно, уязвимый элемент, наводить понтонную переправу, но других вариантов не остается, поскольку это действительно трасса, она стратегически значима. Потому что огромный кусок Бессарабии, по сути, отрезается, ну, по сути, становится таким, обрубаются связи с большой Украиной. И территория там не маленькая, ну, сопоставимая с территорией некоторых государств, если посмотрите по карте. Ничего другого не остается, поскольку... Андрей Владимирович, тут как бы возникает следующий момент. Путин явно это делает ведь не просто так. В день прямой линии сообщают, что СБУ провела героическую и очень-очень, ну так, за 2000 километров поразили танкер в нейтральных водах Средиземноморья, в общем, дронами. Причем люди, которые там видят, конечно, яркую картинку, но по сути заявлено, что, в общем, судно уже не может эксплуатироваться, все как бы поразили, все теперь -1 корабль. Однако по картинке дроны какие-то мухи залетают. Эти мухи далеко не летят. Соответственно, не названо место, где конкретно было это поражение. Мы предполагаем, что это точно с территории Европы.
И тут возникает важный момент. Значит, понятно, что отрезать Одессу от моря – это как бы ответ Путина, ну, собственно, на черноморские атаки. Но дальше последовали Каспийский, скажем так, прецедент. Отработали уже там 3 или 4 по этим буровым вышкам в Каспийском море. Также мы видим удары уже в Средиземном море. А какой будет ответ за это? Сегодня Путин намекал, что какой-то ответ будет. И вот эту Одессу, наверное, отрезанную логистически, ну, будем еще вспоминать как нечто лайтовое. Насколько могут быть существенные удары вот в ответ на такие вещи? И где Европа, которая таинственные дроны прошляпила? Александр, смотрите, ну, допустим, вот под Киевом сейчас отключение там, когда как, хорошие дни по 12 часов, плохие там по 18-19 часов без света. Но это терпимо, там, по крайней мере, генераторы, аккумуляторные батареи спасают. Но когда нет электроэнергии сутками, а если уже там почти неделю, а в каком городе, райцентре Одесской области, как Арциза, обещают только к 26-му, ну, это и среди зимы это уже катастрофа. И да, ну, не будем же описать там драки за розетку в одесских супермаркетах. Но... Нет, почему? Будем из вашего родного Днепра будем живописать ситуацию, когда пришли электрики отключать дом. А там же как? Есть как бы дома, которые стоят по линии, которые можно не отключать. Но у нас же вопрос справедливости. Это как это? Нас отключают, а их не отключают? И поэтому приняли решение в свое время ходить пешком электрикам и вырубать рубильник на дом. Да. Ну, люди встретили, наваляли этим электрикам. Прецедент, конечно, но как бы очень красноречиво говорит о ситуации. Абсолютно верно. Ситуация, да, красноречиво свидетельство того, что ситуация потихоньку закипает. Вот, а дальше начнутся перекрытия дорог и более такие массовые акции протеста против, ну, под Киевом тоже. Ну, или там в Вишневом на прошлой неделе тоже люди протестовали. Дело в том, что там улица Академика Янгеля, это возле Южмаша. Возле Южмаша я подозреваю, там, почему эти дома не отключали. Но то, что люди начинают пытаться отстоять свои киловатт-часы электроэнергии силой, ну, это такой маркер ситуации. То есть люди, я не радует то, что градус агрессии, злобы и ненависти в обществе, он шкалит. И в любой момент он может выплеснуться и внутри страны. То есть на тех же электриков, на ТЦКшников и так далее и тому подобное. Другое дело то, что пока остается молиться на то, чтобы не было сильных морозов, хотя минус обещают уже на следующей неделе. Ну и надеяться на то, что все-таки будут какие-то, может случиться чудо, и действительно будут какие-то подвижки в вопросе прекращения войны. Пока мы видим то, что партия войны, вот, судя по тому, что Владимир Александрович отдохнули потужность, пока она сделала довольно мощный ход. Я не знаю, сколько зайдет из этих 90 миллиардов евро денег в Украину. Подозреваю, что в лучшем случае процентов 10-20. А остальное пойдет на оплату вот эта инициатива по закупке оружия в Соединенных Штатах, на обслуживание техники, закупки образцов вооружения европейского ВПК. Ну, я думаю, что украинскому обывателю с этих денег не достанется. Но ресурс для продолжения, финансовый ресурс для продолжения войны здесь налицо. Чем ответит Трамп? Ну, да, с репарационным кредитом не получилось. И помните, неделю назад говорил о том, что это тухлая история. Вряд ли, учитывая то, что в европейцах согласия нет на этот счет. Ну, и ведь, будем говорить так, для Бельгии, учитывая то, что это страна с довольно серьезным внешним долгом, там, по-моему, 105% ВВП, а ВВП Бельгии 620 миллиардов. Ну, вешать еще риск, повесить еще долги по российским активам, я понимаю премьер-министра Бельгии. Но у Бельгии, по крайней мере, работающая экономика, и хорошо работающая экономика, на 11 миллионов населения, этой небольшой компактной европейской страны, ну, вполне достаточно. Но рисковать Евроклиром, который для бельгийской финансовой системы сродни Deutsche Bank в Германии, ну, это было бы
абсолютно неразумно. Хорошо, Поэтому ну давайте тогда, смотрите, давайте, реалистично. подождите, давайте тогда проанализируем. Вот не пошли они по пути репарационного кредита, потому что не получилось. Но с другой-то стороны, они пошли по другому пути. А чем этот путь светит, да? Потому что Орбан говорит, он вообще сегодня сделал замечательное заявление, говорит, слушайте, ну вообще непонятно, кто на кого напал, поэтому давайте не будем, так сказать, в этом всем участвовать. Ну как, почему заявление? Потому что оно такое специфическое, издевательское. Это не потому, что там он там что-то не понимает, все он понимает. Тут конкретно ему нужно отыгрывать вот эту роль вместе с другими странами, которые не вошли в эти 27, всего в Европе 27, минус 3, 24 страны взяли на себя эти обязательства по обеспечению этого кредита. Там есть пункт, что вернет Украина этот кредит, когда получит репарации от России. Равно никогда. Ну, то есть, это понятно. 90 миллиардов бремя ложится на страны Евросоюза, и они, в общем-то, должны будут раскошелиться. Не факт, что раскошелятся, не факт, что это все как бы вообще выгорит и дальше, потому что вопросы сразу начинают возникать. Сегодня Путин комментирует это на своей прямой линии, сегодня пресса вся пишет, и все говорят об угрозах еврозоне. Ну, как в принципе пространству денежному, что это такой серьезный удар. В смысле, как бы 90 миллиардов просто взять и на войну подарить. Поэтому тут как бы возникают вопросы, а какие последствия от выделения этих денег для самого Евросоюза, который, правда, ну, репутационно наладан дышит? Инфляция, деньги же будут печатать, и, понятно, капитал будет заниматься. Рост долга, там, по-моему, около 14 миллиардов долгов, 14 триллионов долги Евросоюза. И понятно другое, то, что это не лучшим образом отразится на финансах, на социальных показателях. Я думаю, Германия очень яркий маркер. Там хотя выборы в 2029 году по календарю, но все идет к тому, что снова могут быть досрочные выборы, и Мерц с христианскими демократами могут, учитывая его текущий рейтинг, там на уровне что-то 15%, могут со свистом пролететь. И вот этот пресловутый Бранмауэр, который системные германские партии выстроили в отношении альтернативы для Германии, не вступать ни в какие союзы, коалиции, не поддерживать каких бы то ни было контактов, все это, этот Бранмауэр может рухнуть. Ну, понятно, в Германии, особенно на фоне того, когда закрываются такие заводы, как Audi, Volkswagen, 30 тысяч остаются без работы. Понятно, немцы это воспринимают крайне болезненно. А тут фестиваль невиданной щедрости, 90 миллиардов для Украины. Понятно, это будет иметь вполне очевидные политические последствия для стран Евросоюза. И тут, естественно, с этой темой будут играть евроскептики, правые. Я думаю, что в избирательном цикле 26-29 года как раз тема, куда уходили деньги, она заиграет новыми красками. Но это не первый. Помните, во время ковида тогда тоже штампанули денег, запустили, и тогда, да, заметно. Ну так Урсула до сих пор ходит под уголовным делом. Ну, понятно, да, что она там ни шатка, ни валка, но тем не менее. Урсула там как раз фигурант непосредственный по поводу денег от ковида. А давайте перенесемся в Украину именно на поле боя. Потому что я вижу, что абсолютно, ну, скажем так, не находит отклика никакого ситуация конкретно на передовой. Но Путин сыплет фактами, ну, из отчетов, которые дают ему его генералы, не просто так. Он говорит о том, что движение будет к Славянску, ну, то есть половина Лимана под контролем России. Не просто так он говорит о том, что Константиновка скоро тоже, скажем так, перейдет. Не просто так его комментарии по поводу и вопрос по поводу воды, о том, что нужно заходить за Славянск, ну, в общем, брать Славянск, заходить дальше для того, чтобы воду пустить. Да. То есть, и, конечно, Гуляйполе сейчас острейшая история. Буквально перед нашим эфиром выходит Deep State и говорит, что ТРОшники разбегаются. Ну, там как, не совсем...
Ну как разбегаются? Сейчас Их как-то обманом, в общем, есть. Чуть не был дружественный огонь, чуть ли там не артиллерию открыли. По своим, свои по своим же. Потому что те куда-то двинулись, эти не поняли, чьи это. Ну, короче, какая-то, в общем, неразбериха повисла в Гуляйполе. Но Гуляйполе как бы тоже фигурирует в этом наборе аргументов Путина. И он конкретно это делает. Все думают, что для каких-то военных суперцелей. Где-то точно, где-то не точно. Не факт. Вот даже вот этот эпизод с, ну, типа, чего стоишь на пороге, заходи в дом по поводу Купянска. Всю неделю уже, мы же видим, скандалы лютейшие. Значит, там блогеры, ну, они блогеры и волонтеры. две девушки, да. Да, они же мотаются там, волонтерят, скажем так, близко к линии фронта, сняли, говорят, что букв не хватает. Ой, да нет, потом выходят с видеоопровержением, говорят, да там ветер был. Ветер! В 1 километре от Купянска, где бои, где мы видели оптоволокно просто и в Лимане, и в Харьковской области возле Купина просто усеяно оптоволокном. Видимо, заставили сказать, что нет, скорее всего, мы там видели президента. Он мимо проезжал, да, на кортеже. Воспитательную работу после этого тут точка зрения была скорректирована. Вот, и я к чему? И я к тому, что этот набор аргументов конкретно для того, военных аргументов территориальных, не для того, чтобы тут и псошничать или вот это вот все раздувать, а конкретно сказать, ребята, ваши инвестиции, ваши деньги идут куда зря. Зря. Ну, я скажу больше. С осени, после провала контрнаступа, летом 23 года, с осени 23 года, собственно, исход войны очевиден. То есть, куда все движется. И поэтому, ну, к сожалению, дальше будет хуже. Это понятно, если так трезво и реалистично смотреть. То есть, ничего хорошего продолжение войны для Украины не несет. И не исключено, что там вопрос же стоит не только там, о Донбассе, а теперь о административных границах Запорожской и Херсонской области. И да, вот эта вот победная, духоподъемная риторика по поводу Купянска, там, возможно, да, там добились успехов, но это тактические успехи, и они этим забили катастрофу под Гуляйполем. Ну, а за Гуляйполем Орехов. Ну, от Орехова там, сколько там, ну, около 60 километров до Запорожья. Это не так уж и много. Учитывая то, что там гладкая, как стол, степная местность, где не за что зацепиться, там нет, как на Донбассе, урбанизации, там рельеф, за который тяжело будет выстроить какие-то оборонительные рубежи, поэтому все это выглядит крайне гнетуще и тяжело. То есть перспектива фронта в Запорожской области. И в том числе для самого Запорожья. Был такой момент, и это надо прям вот, это сейчас очень важно обсудить. Значит, сегодня разница часовых поясов, я просто напоминаю, что в Америке там по-другому это все, скажем так, 8 часов, 10 часов. В Майами там может и 12 часов, да, потому что берег, ну, побережье. Значит, сегодня встреча Умерова с Уиткофом. Там тоже почему-то, я до сих пор не понимаю, почему, хотя я у вас спрашивал в прошлый раз, вы тоже отвечали на этот вопрос. Извините, я не могу понять, зачем там околачивается начальник Генштаба в момент критический для передовой. Он должен сидеть и работать, он должен быть над картами, он должен быть в штабах, он должен получать, координировать, чтобы не было вот такого гуляй-поля, когда чуть по своим не открыли артиллерию, потому что снялись и убежали, понимаете, ТРОшники, а там другие, и в общем они... То есть неразбериха полная. А где начальник Генштаба? А он в Майами у Уиткофа, скажем так, ну, присутствует на переговорах. Так вот, сегодня одни переговоры, на выходные намечены встречи с российской делегацией. Сегодня делает заявление... И там тоже будут военные. И там тоже будут. Ну, там вряд ли поедет начальник Генштаба.
Да, Ну, точно. Герасимов точно не поедет. ну, давайте тоже будем откровенны. Там вряд ли будет начальник Генштаба, там вряд ли будет там какой-нибудь секретарь, там Медведев, например, зам секретаря СНБО, их аналога, да, Совета по безопасности. Ну, в общем, не важно. Важно другое. Эти переговоры вот сейчас идут. Одни, потом вторые. Москва делает неоднократное заявление. Сегодня Лавров в Египте говорит, мы ничего не знаем. Вот прям так говорит, ничего не знаем, что там американцы с украинцами договорились, нам все равно. У нас, как говорится, есть план. Путин сегодня комментирует, говорит, мы вообще согласны на компромиссы по плану. Чуть не согласились на то, что предлагалось в Анкоридже и по Анкориджу. Возникает важный вопрос, а куда все идет в контексте переговорном? Потому что мы вспомнили Арестовича, ведь это же тоже не, ну, как бы дыма без огня не бывает. Вполне вероятно, что как раз-таки будет встреча вот эта, сначала с украинской, потом с российской стороной, для того, чтобы к чему-то прийти. Причем абсолютно внезапно. И Путин будет как бы сохранять лицо, и Зеленский, видите, какой потужный в Польше. Ну, мы сейчас поговорим про Польшу. Как вы думаете, куда вырулят эти переговоры? Знаете, что можно обсуждать с начальником Генштаба? Ну, Генштаб – это как еще советский маршал Шапошников писал. «Мосгармия» была такая книга, классика военных библиотек. Но отвод войск, технические вопросы прекращения огня, то есть механизм, военный механизм прекращения боевых действий. То есть вот точно не политические вопросы. Это не компетенции начальника Генштаба. У него есть директивы от политического руководства страны, ну а его вопрос – это технические нюансы, как все это сделать. Ну, вот, на мой взгляд, зачем находится Гнатов в компании с Умеровым. Ну, Умеров, знаете, это трудно, я думаю, вполне комфортный для американских переговорщиков персонаж, учитывая то, что его бэкграунд в Министерстве обороны, учитывая то, что его семья, да и сам он, по сути, американский резидент, паспорт гражданина Соединенных Штатов, недвижимость во Флориде, ну, как-то делают его предельно уязвимым в процессе переговоров. Ну, посмотрим, что из этого родится. Ну, пока существует интрига, знаете, вот как перетягивание, то есть чья возьмет, армрестлинг такой себе на ближайшую неделю. Согласен, нет дыма без огня. Видимо, какие-то инсайды доходят, ну и в том числе до Алексея Арестовича, но все же карета может оказаться тыквой. Последний момент. Нет, это безусловно, но сам формат, видите, сначала украинская, теперь уже российская сторона, это означает, что выходит на какую-то финальную стадию каких-то договоренностей. Тем более, с одной Они еще стороны, не уходят, они приближаются. с одной стороны, смотрите, тут же какая Полуфинал. какая риторика у Путина? С одной стороны, говорит, готов на компромиссы. С другой стороны, вот я летом 24 года сказал, выводите войска со всей территории, которая по Конституции включена, Российской Федерации включена к ним. То есть это из Запорожья надо выводить войска, из Херсона. И потом мы прекращаем огонь и на переговоры. То есть это типа сохраняется условие. С другой стороны, он говорит, увидим какие-то продвижения и успехи российской армии до конца уже этого года, что является тоже своеобразным показателем, что ничего не заканчивается. То есть есть четкая установка, что как раз-таки нас ждет эскалация. Тем более, что там 26-й год посол США в НАТО говорит, ну, Украине придется повоевать. Туск, который сегодня встречался с Навроцким, встречался Зеленский и с Туском. И он прям Зеленскому так и говорит. Причем я не понимаю этих заискивающих кадров, когда сидит этот старичок Туск, трогает за ручку Зеленского, говорит, вы не играете в карты, я знаю, но у вас есть сильные карты. Я вот сижу и не могу понять, о каких сильных картах там говорит Туск. Да? Вот эта встреча в Польше, что означает на фоне репарационных вот этих денег, ну или там под репарации, которых никогда не будет. Знаете, ситуация, когда надо в нарушение политеса, вообще новоизбранный президент должен первые визиты в соседнюю страну. Тут, получается, Зеленский в нарушении. Но приходится
так, прогибаться под ситуацию, учитывая контекст, в котором все это происходит, учитывая даже то, что Навродский довольно специфический персонаж, ну, чего стоит то, что он возглавлял Польский институт национальной памяти, там тоже хватает упоротых товарищей. Ну, тем не менее, пришлось, ну, и что там обсуждалось? Ну, там поляки говорят о том, что готовы отдать старые советские МиГи, которые у них наложили, в обмен на антидроновые технологии, которыми обладает Украина. Ну, такое. Вот. Ну, то, Вообще, что в Польше... извините, Знаете, смотрите, да, мне я кажется, добавлю. это все какая-то Да, да, такая, ну, какая-то хуцпа, понимаете? Ну, какие антидроновые технологии? Ну, вот это вот... Смотрите, я прям заметил эту, вы как политтехнолог тоже должны были заметить. Это вот не к Польше, а с белорусскими касается товарищами. Значит, ну, не обмен, а выпустил неделю назад да. Лукашенко, и украинцев там было достаточно, и этих своих бабарик, в общем, оппозицию вот эту всю. Взял и отпустил. Они приехали в Украину, не понимали, говорит, а можно по-русски, то есть, когда у них там интервью брали. Смешно. Ну, как смешно? Потешно. Выглядело, хотя, конечно, там из тюрьмы людей отпустили, это акты милосердия и политического гуманизма, но Лукашенко это делает для контактов с Америкой. Значит, выходит Зеленский и говорит, мы с Будановым чего-то там отработали. Хотя, ну, а что вы отработали? Ну, то Знаете, есть это истерия. Мы пихали сегодня паровоз без трубы и без колес. То есть Вот. сегодня выходит Да. Зеленский в Польше. То есть, смотрите, Польша говорит, мы знаем, где стоит Орешник. Сегодня на боевом дежурстве официально запущен Орешник, где-то там сегодняшнего дня. А мы знаем, где он стоит. Мы еще поделимся с партнерами. Ну, я так понимаю, поляки должны знать, где стоит Орешник, еще там кто-то в НАТО. Но у меня возникает... Спутник Притулы. Так Да, нет, ну, вычислил. правда, подождите, Украина, то есть он верховный главнокомандующий ВСУ, он пользуется всей разведподдержкой НАТО и американцев, а потом как бы берет эту информацию, если, ну, короче, это просто какой-то бред, понимаете? То есть и этого бреда сейчас становится больше. Мы там узнали, как вы узнали, где стоит Орешник? Ну, спутники, я даже больше вам могу сказать. Судя по всему, что это, ну, определенное оружие, да, большой дальности, вполне вероятно, никто особо, ну, по закрытым каналам не скрывает от Запада, где стоит Орешник. Ну, потому что это Носитель важно. ядерного оружия. Носитель ядерного оружия. Ну, знаете, всегда говорил о том, что импровизация и конкурс капитанов не являются сильной стороной Владимира Александровича. Ну, у него все прекрасно, когда ему кладут на стол подготовленный спичрайтерами текст. Спичрайтер у него все-таки там Дмитрий Литвин писать умеет. Но в данном случае, ну, это ляп, я согласен. Так вот, хуцпы много. О чем визит в Польшу? Ой, ну, как мне представляется, все-таки Польша, которая еще 10 лет тому назад была адвокатом Украины в Евросоюзе, ну, отношения потихонечку начинают скисать. То есть, да и в самой Польше отношение к украинцам, многие отмечают, радикально изменилось не в лучшую сторону. И если мы посмотрим, если было более миллиона, то сейчас пошел очень серьезный отток украинцев из Польши в Германию, Нидерланды. Ну, вот сказывается отношение. Я думаю, что здесь все-таки, учитывая то, что в ходе кампании вот эта тема антиукраинская риторика, она была в ходу, и она стала таким перекочевала из, скажем, таких риторики, которые используют, скажем так, маргиналы, она перекачала практически в политический мейнстрим. Но все-таки попытки навести мосты, как-то устаканить отношения, мне кажется, вот здесь вот этот момент присутствует. Ну и плюс, как бы там ни было, ну, не будем забывать о том, что Польша одна из тех стран, у которых были давние и тесные отношения еще и с лондонским обходом. Ну, в общем, приходят новости. Мы в прямом эфире, друзья, о том, что, в общем, удар был опять по
мосту. По якам, да. Да, по маякам. Значит, ой, в общем, а, ну, 60% топлива идет Мгм. оттуда, может быть Мгм. дефицит топлива, то есть могут быть разного рода другие дефициты, и продовольствия, и на выезд, и на въезд продуктов и товаров. Короче, удар, что называется, в самое вот тоненькое место. Я знаю, что этих тоненьких мест два. Одно это вот в Одесской области, куда сейчас полетело. И причем Трасса Одесса линии, да. Мгм. не бог ведь что, то есть Мгм. баллистика, дроны, все прекрасно понимают, что с этим делать или не делать, или как защищать, или как не защищать, но удары нанесены. А второе, это, конечно, вот этот туннель там, ну, в Карпатах, в горах, тоже на западе, И туннель, да. точно так же. Получается, что у нас, в общем, два таких узких горлышка, и надо осваивать какие-то новые пути. А, Началась фаза отчаянной войны. Но Рубио сегодня заявляет, что до конца года, в принципе, может все и закончиться. Ну, если вспоминать и Рубио, ведь не только Дрикского однокашника Венса отодвинули от процесса переговоров, и Рубио, как говорят, злые языки попал. И тоже отодвинут. Но если человек не в процессе, ну, знаете, можно излучать оптимизм. Пока, к сожалению, Евросоюз инвестировал в продолжение войны. Ну, и посмотрим, перебьет ли это стремление все-таки Трампа реализовать свой план. В противном случае, ну, э, для Трампа это будет, очевидно, такая серьезный политический удар и неуспех. Если кто-то был крахом. Смотрите, если война, мы предположим, ничего пока, собственно, на это не указывает, но если действительно каким-то волевым решением кого-то быстро, резко и нагнут, и все будут ходить потом переглядываться, разводить руками, делая там или ну, обескураженное, или какое-то такое хитрое лицо, в зависимости от того, кто как к этому относится, то как быть с очень поразительными новостями, которые абсолютно идут вразрез всему тому, что подспудно подразумевается под перемирием и целями России вообще от всей кампании, и украинскими упорными, скажем, потугами. Что я имею в виду? Сегодня омбудсмен языковой говорит, надо штрафы увеличить за нарушение языкового законодательства, потому что, ну, что бизнес не боится, да, какие-то маленькие штрафы надо увеличить. Это с одной стороны. С другой стороны, Киевский горсовет проголосовал за то, чтобы снести Булгакова. Вообще снести памятник. Причем там в пакет прям засунули мемориальная Там. доска Чайковского, там памятники И еще Анна Ахматова. Анна Анна Ахматова, Мануильский, Ануильский. Глинка. Значит, даже вот символический знак «Киев город-герой», потому что там звезда пятиконечная, представляете? И памятный камень. Камень надо убрать, потому что 100 лет Ленину было, и его когда-то ставили памятный. Значит, и там куча названий уберут. Герб СССР исчезнет со знака границы Киева на Кольцевой возле Жмеринской. Короче, просто там памятник воинам с Свято-Михайловской больницы, воинам-освободителям переведут на украинский язык текст. Годы войны 41-45 заменят на 39-45. Формулировку «Великая Отечественная война» на Вторая мировая война. Короче, у нас я уже думал, что это все сделано, понимаете? Такими бешеными темпами шла Ну, декоммунизация. сегодня очень многие пишут, что это месть Шариковых и Швондеров. Это месть других. Это персонажи Скотного двора Орелла. Сломали загон, забрались в Киевскую Раду ну, и продолжают там культурный погром. То есть культурный погром продолжается. Знаете, вспоминается Высоцкий с его возле города Пекина бродят хунвейбины. И старинные картины рыщут хунвейбины. И не то, что хунвейбины любят статую и картины. Вместо статуи культурной, революции культурной. Ну вот только вместо на культурную революцию это точно не тянет, это скорее культурный погром. Вот. Ну, может быть, таким образом готовят страну к разделу, иначе как-то здравым смыслом это
в логику здравого смысла это не укладывается. Ну, то есть вы имеете в виду, что Киев останется Ну, по ту сторону, да, да. поэтому Булгаков там не нужен. Да, Булгаков не нужен. Вот, в правильной Украине. Ну, а неправильно там левобережье, как знать. Ну, чем-то, опять же, вот нехорошим от этого веет. И вопрос, как бы четко, вот даже если посмотреть церковные вот эти захваты, четко все идет по правобережью. Есть, конечно, на левобережье, но единичные. А вот по правобережью вполне четко и определенно. А, Андрей Владимирович, Путину попалось... Сейчас вообще, конечно, на этой прямой линии украинские сегменты интернета, они обсуждают какие там вещи. Ну, первое, самое главное, о том, что мы не считаем себя виноватыми за жертвы, ну, потому что не мы начинали войну. Это вот так яростно разошлось. А второй момент, который разошелся, ну, кроме выборов, это вот эти таблички, ну или как экраны, вопросы, которые выводили на экран. Причем с таким, ну, смакуя, да, там, про жизнь, про папуасов, про какие-то эпизоды, моменты, там, вот это, кто что написал. Один такой момент срежиссированно Путин сам зачитал, мол, хватит уже про Украину, надоели уже про Украину программу. Он говорит, я с вами согласен, пора заканчивать. Причем в этом пора заканчивать, как и ну, такие бравые, как называют, зетники, да, те, которые прям до победы, до Львова нашли как бы утешение, да, и те, которые, чтобы завтра все закончилось, тоже нашли утешение, потому что фраза «пора заканчивать», она относится и как к таким, ну, воинственным, таким, скажем так, победившего политика, да, словам, так и к тому, кто удачно договорился, провернул какую-то сделку. Пора заканчивать. Как вам кажется, вот в чем секрет вот этой прямой линии и вот этих, ну, вот этих экранов, которые все сегодня читали? Потому что их использовали даже в другом контексте. Вопрос из Днепропетровска там был на этих экранах. Или, допустим, вопросы суммируются, и там выдается Киевская область, например, там кто-то по поводу ТЦК спрашивал, по поводу еще каких-то. Это все как бы не фигурировало, да, там что-то фигурировало, что-то нет, но это как бы постоянно висело на экранах, да. Вот там, говорят, искусственный интеллект помогал отбирать эти около 3 миллионов вопросов. Как вы, как политтехнолог, оцените эту сегодняшнюю, ну, как бы версию прямой линии, потому что, давайте так, она отличалась существенно и по настроению, и по наполнению от прошлогодней, ну и там раньше, да, 1 год, по-моему, только ее не проводили в начале большой войны. Ну, это традиционная форма коммуникации Путина с российским обществом. Ну, тут показательно то, что вы очень хорошо подметили, то, что присутствуют и украинские регионы. Там, ну, видимо, очень прозрачный намек на то, что и там наши люди. Последующими действиями. Я думаю, что получил довольно такой хорошо прошла вот эта информационная волна, но ничего такого радикально сенсационного, рутинное такое информационное мероприятие. То есть Путин, демонстрация, Путин активен, да, Путин там, время от времени, помните, вчера же там, про подсвинков и так далее. Вот это все, ну, как бы формирует информационную картину сегодняшнего дня. То есть, безусловно, это, как говорится, это прямая линия, она стала топ-темой, в том числе и на украинских каналах. У нас же тоже все российское под запретом, но тем не менее Путина активно обсуждают. Факт. Ну, значит, своей цели это мероприятие достигло. Да, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Он тоже навеян той же прямой линией и реакция российской стороны, что если будут выборы, они готовы не стрелять 1 день в день голосования. Вот это, пожалуй, вот это очень интересно. 1 день, знаете, ну, опять же, не стрелять в глубину, а что, а не в глубину, а Херсон.
там дроны ежедневно кошмарят город. Что он выпадает, там Харьков уже там скоро будет нарастание артиллерийского огня снова. Как с этим быть? Итоги опроса. Должны ли, по вашему мнению, на выборах в Украине голосовать граждане из России? Важно, граждане Украины, которые находятся в России. Ну, просто, чтобы... Большинство будет. Ну, смотрите, 4% нет, они с паспортами России, это зрада. 9% нет вообще голосованию, нельзя быть и проводить голосование за границей, только внутри надо голосовать. 30% вообще не верит в выборы, что они возможны. Это нереально сейчас. Это вот просто очень хорошая тема, где, ну, в общем, ну, потому что это касается власти Зеленского, да, и, ну, то есть, соответственно, просто многие аналитики, скажем так, они, для них это очевидно, и они не выводят вот эту линию тонкую, да, а хотя она прозрачная, не так, чтобы ее там сильно не заметить, она тонкая. Короче, если есть ореол нелегитимности, то что вообще может обсуждаться как долгосрочное, ну, урегулирование? То есть нужно обсуждать уже с новой властью, ставить железобетонные подписи и жить по этим правилам, там, избирательный цикл и больше. Говорят, с кем чью легитимность и правомощность не поставят спустя некоторое время под сомнение. Ну и вот 57% сегодня проголосовали, что да, должны голосовать и в России тоже, потому что это тоже граждане Украины. Это их дело, там, пополучали они российские паспорта, не пополучали, или там по каким-то другим документам живут. Но если они в России, они там с украинским паспортом, пускай голосуют. В общем, вот такие итоги. Знаете, ну ведь все можно, да, я хочу просто добавить, все можно организовать так, вроде бы право есть, но, скажем так, открывая участок только учитывая то, что по сути дипотношения в стадии заморозки, ну где, в каком месте открывать, там, ну, не у ворот же Кремля избирательный участок. А и даже в европейских странах, учитывая то, что до сих пор была практика, когда голосовали исключительно граждане Украины, которые стояли на консульском учете, а если ты просто приехал там куда-нибудь в Валенсию погулять или там гастарбайтером и не стоишь на консульском учете, все, отворот-поворот. То есть, итого, ну, голосовали от силы 5-7% украинцев, живущих за рубежом. Поэтому это может быть по форме так, а по существу может быть издевательство. Давайте перейдем к вашим вопросам, уважаемые зрители. Всем большое спасибо за то, что оставляете. Начнем с вопросов из клуба зрителей. Тут интересуются, у Европейского Союза есть два пути: распад или очередной рейх, ну то есть империя. По какому пойдут эти ребята с вашей точки зрения? Европейский Союз сдаст Украину или будет бесконечно кормить обещаниями? Ну и желают хорошего эфира. Ну, станцию Меркель-Райх мы проскочили еще 10-15 лет тому назад. Да, были тогда амбиции, но тогда было совершенно другое состояние экономики Германии. Когда, я не раз приводил пример, когда при Меркель был 100 миллиардов евро профицит бюджета Германии, а сегодня дефицит 25 миллиардов. То есть, поэтому по одежке протягивают ножки. Да, очень многие, ну, вопреки, вот и существует стереотип о том, что Германия там эксплуатировала другие страны. Это было выгодно и самой Германии. Какие-то 15 лет тому назад. Но ситуация сейчас радикально поменялась. И учитывая то, что даже вот по отношению к России, если более северные страны, такие Нидерланды, Польша, страны Балтии, Швеция, Финляндия, Норвегия настроены вполне негативно определенно, то у южан отношения намного мягче. То есть там Австрия, к примеру, Испания, Италия, Греция, там все намного мягче. И вот это то, что Европа сегодня на разных скоростях и разное видение, плюс еще и пойдет процесс, я думаю, в избирательном цикле 26-29 года продолжится урбанизация Европы, а учитывая, если в ближайшие 2 года Трамп будет делать ставку как раз на коммуникацию с национальными правительствами, ну,
Поэтому Евросоюз ждут трудные времена. И боюсь, к тому времени, когда Украина будет стоять у предбанника Евросоюза, приблизиться к практическим шагам по членству, Евросоюз может закончиться. Слушайте, тут приходят новости, ну, понятно, Одесса сейчас под ударом, там взрывы уже в самом городе, и концерт отменили, представляете, Андрей Владимирович? Есть такие участники Евровидения, ну, из Западной Украины группа, которые там победили с песней, да, в общем, Калуш оркестра, да. Хорошо, да, есть так. Да, в общем, Но они должны были в Измаиле выступать, и завтра. В общем, перенесли концерт на 1 мая. Как говорится, в день трудящихся. Вот, решили выйти, потому что, я так понимаю, до 1 мая сложно все будет с тем, как добраться до Измаила. Да. Учитывая интенсивность, которую утюжит Одесская область, это и подвергать, ну, собирать людей на концерт, это подвергать их жизни риск. Вполне реально. Ну да, И это песня «Мама Стефания», да, вот это, да. скажем... Никто же не даст гарантии, что не прилетит шахед, там, и все может закончиться десятками погибших. Поэтому тут с этим решением трудно спорить. Сергей, Андрей, конец года. Что бы вы хотели пожелать украинцам в следующем году и лично Володе Зеленскому, как лидеру нации, в кавычках? Ой, мира, здоровья и, наконец, научиться слышать друг друга. К сожалению, с этим у нас все плохо. Ну, Владимиру Александровичу подумать о какой-то новой, другой роли. Переходим к вопросам от зрителей, которые оставляли сообщество YouTube. Иван интересуется, прокомментируйте, пожалуйста, обмен телами 26 на 1000, который состоялся сегодня. Ну, понятно, это соотношение более чем красноречиво, но, как бы там ни было, ЗСУ отступает, российская армия наступает. Ну, правило, если поле боя остается за противником, ну, соответственно, и тела погибших украинских бойцов остаются у россиян. Ну, возразят, конечно, скажут, что, ну, дескать, российская армия не так быстро наступает, но, знаете, учитывая то, что обычно поле боя – это киллзоны, и просто даже эвакуировать погибшего превращается в смертельное опасное предприятие. Ну, бывали, когда приходится эвакуировать раненых, ну, это зачастую приводит к тому, что вместо там, 1/300 получают там 4-5 200. Ну, смотрите, не хочется, конечно, это все-таки военные вещи. Да, ну, это пусть военные философы комментируют. Я думаю, количество погибших... Смотрите, просто вопрос, тут же, Да. опять-таки, если брать это на экспертный уровень выносить, а сколько живет украинский 300-й? Сколько он живет? Ну вот, до того, как, скажем так, станет 200-м. Вопрос же тут в том, что... Почему так? Потому что на этом поле боя, как вы выражаетесь, бросают. Ну, невозможно, как вы говорите, невозможно достать. То есть бросают раненого, раненый теряет там, ну, кровь теряет вообще, возможно, и, в общем, умирает. Понимаете, вот в этом вопрос. Но когда у нас несколько недель назад выходили такие мордатые такие из бункеров, командующие беспилотниками, говорят, ой, смотрите, какие они, ха-ха-ха-ха, россияне тянут на каких-то велосипедах, каких-то этих самых тачках обычных. Ну, они как бы тянут. Ну, кто бы рот открывал, понимаете, по поводу того. Здесь нужно как-то... Или ты вообще не комментируешь ничего по этому поводу, или, ну, вот такие, да, вот такое соотношение. Ну, вот и все. Понятно. По-моему, трудно спорить, в каком направлении движется линия фронта. С этим никто не поспорит. А то, что мы перепрыгнули ту цифру там, за 150 тысяч, я думаю, это было еще в 2023 году. Так, Оксана, заявление Путина о праве украинцев, проживающих в России, участвовать в выборах не случайно. Это прецедент. Если такое право будет отказано, в таком праве будет отказано украинцам, а Россия просто выборы может не признать. Правильно? И так может быть. Но учитывая, там же прекрасно поняли, вот и ведь до 2014 года, до Майдана, был такой все-таки небольшой перевес синих над оранжевыми. Примерно 55 на 45.
Потом потеря Крыма, война на Донбассе, и ведь все можно было. У меня сложилось четкое ощущение, что Донбасс вполне сознательно исключили из политического процесса, чтобы не портил картину. И тогда картина кардинально изменилась, как раз на маргинес ушли те политические силы, которые претендовали на политическое наследство партии и региона. И в сумме, что там даже оппозиционная платформа, ну, правда, Медведчук обещал в Москве, что там за 30%, но там никак не выплясывалось, ну, не складывается. После потери Донбасса и Крыма, ну, электоральная арифметика, она вполне определенная. Но ход понятен. Изменить расчет на то, что изменится соотношение. Но мне кажется, что ожидание Кремля, то, что это как-то все здесь кардинально поменяется, и люди там дадут свою оценку прошедшим 5 годам президентства Зеленского. Наверное, кто-то другой, ну, Залужный, кто у нас? Залужный, Белецкий, что они чем-то отличаются по своим базовым В том-то и позициям? дело, никто ничем не Да, отличается. не отличаются. Ну вот вообще Э, никто, понимаете? Тут можно там, Да, конечно, что-то да. выдумывать, но по большому счету мы сейчас находимся в очень, очень интересном положении. Там много вопросов, кстати, про выборы люди пишут. То есть, если мы берем, условно, 10 миллионов украинцев, которые на территории России, ну так, гипотетически, ну хорошо, пускай из них там проголосуют 5, пускай из них, хорошо, 2-3 проголосуют. Это много для этих выборов. Это Да, очень много. Это серьезно повлияет на результат. Соответственно, под этих людей нужен будет какой-то кандидат. Кто-то должен работать на эту аудиторию. Ну так, гипотетически, мы сейчас просто размышляем. То есть кто-то должен быть внутри Украины, который будет рассчитывать на эти голоса, на какой-то успех. А сложно же найти такого человека, понимаете? Ну, если не невозможно. А то, что понятно, что за этот сегмент, за электорат, который живущий в Днепре, в Запорожье, в Харькове, в Одессе, я уже разово говорил о том, что достаточно посмотреть испанский блогер, сидящим в тюрьме, народным депутатам, как они с обсценной лексикой выясняют между собой отношения. Это как раз проявление вот этой конкуренции, борьбы не на жизнь, а на смерть за вот этот электоральный кусок электорального пирога. Я думаю, и дальше будет больше. Кто там может, что, на кого будет делать ставку Крым? Деркач, Мураев, ну, можем только гадать, но пока здесь на территории Украины для них никаких электоральных перспектив я не вижу от слова. Так, продолжаем. Вопрос следующий. Андрей Владимирович, как думаете, сможет ли США продавить эту так называемую коалицию и заставить Зеленского пойти на условия России? Ведь ясно, что победы Украины не видать. Соединенные Штаты в состоянии продавить вопрос, пойдут ли они, как говорится, будут ли они, пустятся ли они на такие жесткие шаги в отношении украинского политического руководства. Если мы услышим знакомый хрипловатый голос на записях или голос его жены, ну, если пойдет разговор уже о персональных санкциях, это может кардинально развернуть ситуацию. С одной стороны. С другой стороны, увидим ли мы в стенах Верховной Рады такую же фронту, там, смену, новую коалицию. Ведь, по сути, мы увидели в том, что в Верховной Раде сформировалась такая фронта против всесильного Ермака, которая включала не только руководителя монобольшинства Арахамии, ну, там и Пинчука, Левочкина, вот, депутатские группы, сумеют ли переформатировать? Потому что, по большому счету, монобольшинства уже нет. Уже нет. Есть такое пропрезидентское большинство, коды доступа которого, похоже, остались у Арахамии. Вот. Но чисто вот если брать «Слугу народа», 190-205 депутатов. Там по разным голосованиям колеблется эта цифра, ну, 190-205. А голоса удается собрать, когда имеют место такие непринципиальные, там, второстепенные вопросы, которые, ну, в которых ничего такого стрёмного и опасного, политически опасного нет. Не, ну почему? Шаги взяли и приняли.
Шаги Ну, приняли в тот момент, когда гривна бьет антирекорды по отношению к евро, да, исторические да, позиции. То есть, нет, ну и так, знаете, я, по-моему, кому-то из журналистов рассказывал, как и 20 лет тому назад, когда появилась 500-гривенная купюра, там с одним старичком общался, который работал еще в банке при УССР, он так, лет под 80, дедушка такой взял 500-гривенную, посмотрел, да, бомжа на гривню поместили, писец ей. Ну, как в воду глядел. Прошло 20 лет, ему уже, наверное, так, может быть, уже покинул этот мир, но пышный, знаете, ну, что тут, банкир, который спонсирует не экономику, не реальный сектор экономики, а спонсирует финансовых спекулянтов, то есть политика Нацбанка, ну, ему только, как говорится, пиариться. То есть пиар наше все. А то, что какой-то кошмар будет для бухгалтеров, то есть какие-то повлечет расходы, ну, судьба УНР этих деятелей, ну, ничему не научила. Творческий союз петлюровцев и бандеровцев ведет Украину вполне в определенном направлении. Лина Востроилова некоторое время обратно. От украинца можно было слышать следующее, уверенное: мы здесь власть, когда захотим, того и поменяем. Ныне украинец чаще вопрошает: а как поменять? Вопрос: что изменилось? Нет, ну это людям, знаете, естественно, разыграли их, развели на это. Потому что свобода наша религия, написали там на стене баннер на Доме профсоюзов. Ну, люди искренне в это поверили. То есть людям свойственно заблуждаться, им свойственно, как говорится, считать себя более значимыми, нежели есть на самом деле. И люди в это поверили, в эту мифологию. Хотя понятно, что да, люди выходили, ну победила-то на Майдане не Майдан, а победила сцена Майдана. И с этим фактом трудно спорить. Вот, поэтому это очередная мифология. Ну, понятно другое, то, что простой украинец повлиять на президента абсолютно не может. В нынешней системе власти, системе политических координат. И это факт. Но есть те силы, наши внешние партнеры, есть олигархический кооператив, вот, которые и формируют, как говорится, пишут. Мгм. Возможно, если говорить о перспективе, то я дал такой прогноз о том, что в ближайший год-два заокеанский чужой доест ну, нашего олигархического хищника, но чуть-чуть еще наш олигархический хищник еще чуть-чуть поживет. То есть еще вот в этом цикле, послевоенном цикле, он еще не уйдет полностью со сцены. Так, Людмила Тарновская, здравствуйте. Андрей, скажите, какие могут быть переговоры между США и Умеровым Рустемом, гражданином США? Гражданин США может работать вне США. Яреська, Супрун, Милованов, Устинова. Тогда как владелец грин-карты получает право на работу только на территории штатов и обязан проживать и работать в США. Я уже не говорю, что 22, 12, 14 Умеров с отцом и матерью получили гражданство России. Спасибо. Ну, это я не раз говорил о том, что наша политическая элита работает вахтовым методом. То есть их, как говорится, недвижимость, бизнес находится за рубежом, а сюда они, Украину используют как ресурсную территорию, на которой они приумножают свои капиталы. С Умеровым переговоры могут быть в директивном порядке. Я думаю, что Копия, Уитков и Кушнер с Умеровым точно ломать не будут. Это их клиент. Угу. Мирослав, здравствуйте. Люди начали всерьез говорить о выборах. Если они состоятся, у меня два вопроса. Первый. Как и кто будет контролировать их демократичность непредвзятых со стороны ТЦК? И второй. ТЦК, господи, к ночи. ЦВК. ЦВК. Это я уже. Это правильно Мирослав написал. Ну, почему? Президентские выборы в условиях военного положения в качестве наблюдателей на избирательных участках будут сотрудники ТЦК. Конечно, значит, ЦВК. И второй. Уже будет все решено преждевременно. Вопрос в таком порядке не потому, что если все наперед решено, то ценности западной цивилизации посрамлены ценностями кучкой бюрократов. В связи с этим возникает главный третий вопрос. Что нам, украинцам, делать, чтобы разрушить этот конструктор, который дает другим власть над нашим многострадальным народом? Спасибо.
ну, по крайней мере, научиться, опять же, самоорганизовываться и э, я уже говорил, слышать друг друга. Сколько у нас же, ну, мы тут Украина, как говорится, мы тут закон, а все остальные там вата сраная, голоса не имеют. Ну, такой подход. Ну, чем все это закончилось, мы уже видим. Результат нагляден. А вот что касается, ну и в 2014 году ведь исход выборов был предопределен. Венская сделка, расписали страну на троих. Кличко, который осенью 2013 года имел наибольший рейтинг из представителей оппозиции Януковичу, сошел с дистанции в обмен на то, что ему пообещали мэрское кресло. А Петру Алексеевичу, который в ноябре 2013 года имел рейтинг 6-7% это максимум, ему открылась прямая дорога к победе на президентских выборах. Вот так Петр Алексеевич подпрыгнул на бульдозере. Прыгнул, да. Виталий, Андрей Владимирович, помните фильм «Пираты 20 века»? Вам не кажется, что происходящее ныне уже тянет на документальный сериал на Netflix? Тут вам и Трамп кошмарит венесуэльские суда, тут и Карл системно бьет по судам незастрахованным в Туманном Альбионе, как бы намекая. Андрей Владимирович, Зеленскому после Черчилля и Че Гевары случайно роль Джека Воробья не подготовили? Заранее спасибо за ответ. Это не по Вовке шапка будет. Пиратская треуголка явно нет. Не, ну он, конечно, талантливый актер, Да, Путин сегодня да, говорил, но не настолько, как Джонни да. Депп. Ну, посмотрите, на Ржевский против Наполеона, там, по-моему. Да, и, в принципе, «Слуга народа» это такая, все-таки это, хотя и Netflix и купил, но, ну, собственно, это категория фильма класса Б. Ну, Голливуд так их посмотрит. А то, что мир, собственно, я не раз об этом говорил, о том, что на смену миропорядку приходит такое, я думаю, это будет 10-20 лет, когда будут формироваться новые правила мирового общежития, и, к сожалению, каждый более-менее сильный будет трактовать эти правила по-своему, в свою пользу. Право силы вместо силы права, увы, но это там это наша новая нормальность, в которой приходится жить. Точнее, ненормально. Мгм. Ну что, еще какой-то судно атаковали, силы специальных операций. Говорят, детали позже, написали Гойда. В общем, это вот сейчас во время эфира приходит информация, что, в общем, очередной какой-то удар. Ай, вот. Даже если очередной танкер утопят, ну, это как-то издержки от этого агрессор понесет намного меньше, чем мы понесем издержек от перекрытой трассы Одесса-Рейн. То есть, ну, такая арифметика, она не в нашу пользу, увы. Да, также провели опрос в Харькове, ну, среди молодняка, там разные студентики, школьники, постарше, помладше, молодняк харьковский. Провели опрос в ТикТоке, тут просто как бы 19 человек опросили, 17 выбрали Деда Мороза, а не Святого Николая. Понимаете? Это вот как ответ Корчинскому о том, что Дед Мороз — это вражеский персонаж, подарки Святой Николай приносит. Знаете, вот, у меня такое ощущение, что герои России, там, помимо Деркача, там, закрытыми указами получает еще группа всем знакомых персонажей, там, начиная от языковых омбудсменов, заканчивая старыми ГБшными провокаторами. Увы, но и миссия вот наших вот так называемых патриотов делать сильнее то, с чем они на словах борются. И мы увидим, маятник пойдет в другую сторону, это неизбежно. Петр, Андрей Владимирович, может ли Россия признать референдум Зеленского в Запорожской и Херсонской областях, если она сама проводила там референдумы, по результатам которых эти области закреплены в Конституции России российскими? Может ли Россия признать референдум на своей территории, проведенный не ею? Не признают, не признают. Вопрос, будет ли компромисс, это другой, это открытый вопрос. Потому что, ну, как бы там ни было, но правобережье Херсонской области не завоевано военным путем, как и значительная часть там, север Запорожской области. Возможно, там будет.
По Мгм. плану Трампа там предполагалось, что там замораживание пройдет по линии Ну, фронта. там же И тоже, смотрите, есть, все же как смотрят, на казуистику российскую, вот вопрос Петр задает, а есть еще другие там вопросы писали в чате, что хорошо, а как проводить референдум, если, ну, Крым, ну, всеукраинский уже не будет референдум? То есть, опять, с юридической точки зрения, у нас же нет, вы правильно сказали в самом начале, войны, да? да, де юре. Де юре Крым – это территория Украины, де юре Луганск-Донецк – Да, территория Украины. И да, когда ты да. объявляешь всеукраинский референдум, ты не можешь, ты должен там проводить, иначе результаты, ну, как бы в топку. Да, да. Получается, что это все мантры и вот эти россказни, Не, рассуждения ну, Зеленского о референдуме, это как бы, ну, ну, цирк. это такие, знаете, политические манипуляции, довольно примитивные. Понятно другое, то, что когда говорит о выборах, но выборы в условиях военного положения – это оксюморон. То есть, это уже не выбор, это уже нечто другое, это их имитация. Равно как и референдум. Обычно вот, ну, молодым студентам-политологам объясняют, что, как правило, референдум используется авторитарными режимами для, скажем так, легализации тех или иных, ну, чтобы получить Vox Populi, поддержку народа. А в нашем случае это банально уход от политической ответственности. То есть, когда требовалось, допустим, если вопрос земли, вот как хорошо знакомый мне Дмитрий Джангир говорил, что землю можно, как и бабушкино столовое серебро, можно продать один раз. Да. Вот. Ну, никто с мнением украинцев по этому вопросу не стоит. Референдумы не проводили. А тут, извините, когда задница подгорает, вспоминают о том, что надо провести референдум. Ну, это прикрывается, это банальная да, и довольно примитивная манипуляция. Так, давайте с чатом трансляции пообщаемся. Здравствуйте, Александр. Спросите спикера, насколько далеко может зайти противостояние Трампа и коалиции желающих. Здесь уже не только про Украину. Ну, не только. Скажу больше, брюссельских бюрократов Трамп, откровенно говоря, ненавидит. И может зайти все очень далеко. Там я не говорю про выход из НАТО, но то, что американцы будут сокращать военное присутствие в Европе и ребром ставить вопрос о том, что европейцы должны платить за свою безопасность, это совершенно очевидно. И понятно, что там будут ломаться копья. Понятно, что Трамп будет пытаться поддерживать европейских правых. Но, допустим, вот если в Румынии там уж ну, слишком такой уж радиозный персонаж, но это одержали тактическую победу глобалисты в Румынии, но это вопрос времени, рано или поздно там ситуация повернется как раз в сторону консервативных сил. Урбанизация Европы – это тот процесс, в котором, ну, я думаю, в 2026-2029 году мы увидим это воочию. Так, и если говорить там о перспективе парламентских выборов в Венгрии, то я буду все-таки, ну, я бы ставил на Орбана. Угу. Пока там да, завышают, дают такие авансы оппозиции, там другой мадяр, который лидер оппозиции Орбану, но я думаю, все-таки Орбан удержит. Смотрите, тут чат, конечно, шутит специфическим образом по поводу там референдума, все там не по Зеленскому пианино пишут, там как бы, вот, значит, ну такие, скажем. Тут интересный вопрос другой, по поводу обмена тел. Значит, неделю уже назад говорили, что срезали клешню возле Купянска, убили 1000 человек. А где эти тела? Ну, то есть... Ну, пропагандистский свист традиционно, знаете, ну, чего там супостатов, басурманов жалеть? Ну, всегда это, ну, военное училище заканчивали одни и те же, Сырский не даст соврать. То есть, учили одному и тому. Ну, поэтому приукрасить, приврать, это как и у россиян, так и у украинских военных от этого никуда не деться. Значит, из Крыма можно выйти без референдума, а из Донбасса нельзя, получается, уточняет пользователь. Ну, смотрите, вообще это к чему? Ну, тема про референдум. К тому, что это все, ну, как бы, это все туман, это пыль в глаза. Понимаете?
Пыль в Да. глаза. Ни выборы, нет. Надо менять законодательство. Оно меняться будет еще кучу времени. Это все, как бы и Путин сегодня, это все, как бы все думают, что россиян, ну, они там два класса образования у россиян. Ну, вот это, помните, когда все орки, непонятное, там вот, не пойми кто. Не-не-не, ребята, то есть это уже просчитали наперед. Это как повод сделать остановку огня, да, и, в общем-то, на 60 дней, на 90 дней, ну и перегруппироваться и так далее. Все это все четко Вполне выяснили. возможно, но я скажу другое. Когда, если ты недооцениваешь и не уважаешь своего противника, ты уже наполовину проиграл. Это в полной мере касается и нашей пропаганды. Так, периодически вижу у стримеров, пишет пользователь, в чат рулетки украинцев, которые рассуждают, будто бы сейчас 22-й год. Как это объяснить? Ну, очень просто. Знаете, когда идет односторонний поток информации, когда все, ну, ведь, будем говорить так, далеко не все сидят в Ютубе. Есть те люди, которые иногда включают телевизор, а там единый марафон. Да и по телеграм-каналам все-таки доминируют те телеграм-каналы, которые на абонементе у власти. Создается такой односторонний поток информации. Естественно, это не может не отразиться и на умонастроение. Поэтому тут картинка, ну, собственно, вот эта информационная картинка, вот эта виртуальная, не имеющая отношения к реальности, она разрушается только одним. Если появляются те, кто говорит о том, что король голый. Ну, а так, увы, ну, естественно, люди живут в этом информационном пузыре, как будто на дворе, да, действительно, там, осень 22 года, и все тогда выглядело совершенно по-другому. Да, смеются люди там, чей Николай Чудотворец, чей Санта-Клаус, одни пишут Дед Мороз наш, люди, да, Санта, подари нам антидепрессант. В общем, опять получается, что, ну, такая история, что вроде как обещают, намекают, разгоняют ожидания по миру ближе к Новому году, но времени-то все меньше до Нового года. Давайте, да, без иллюзий, пока факты говорят об ином. Может, да, действительно, за эту неделю что-то изменится, но если что-то изменится, в следующую пятницу, это будет уже 26 декабря, мы об этом вам расскажем. А так пока, ну, надеемся на лучшее, готовимся к лучшему. Да, безусловно, значит, вопрос. Получается, что если так вот убрать вот эти все, ну, если ближе к реальности быть, то вот эти 90 миллиардов, которые не хватает Украине, надо 137 там на 2 года, это Европа уже на мир раскошелилась, спрашивает пользователь. Нет, все-таки, я думаю, Европа надеется на то, что, во-первых, Украина протянет еще время, повоюет. Во-вторых, это сделает гешефт европейским производителям оружия, той же компании Rheinmetall или там, э, производители оружия. Ну, туда пойдут основные деньги. Но это отнюдь не... Пока ничто не говорит о том, что это деньги рассчитаны на то, что война остановится. Ну, это не секрет. Европейцы рассчитывают, что Украина выиграет для них время за то время, пока они будут пытаться поставить, как говорится, раскочегарить свой военно-промышленный комплекс, модернизировать вооруженные силы. Этот процесс идет у каждой страны по-своему. Там, допустим, среди стран Восточной Европы поляки лидируют, но что расчет на то, что вот, будет Украина провоюет еще хотя бы пару лет. Чего хотят европейцы. Да, друзья, всем большое спасибо, что побывали на нашем сегодняшнем эфире. Андрей Владимирович, спасибо вам большое за время и мысли. Всего доброго. Берегите себя. Очень интересная закручивается история, очень интересные переговоры будут сегодня-завтра на выходных с украинцами и россиянами у американцев. Вообще, конечно, ну, то есть, давайте так. Судя по всему,
есть все-таки камешек в ботинке, который будут вытряхивать из этой всей походной истории, потому что... Фигурку на шахматной доске, может быть, методом, там, щелчком, щелбаном. Потому что надо лезть немножко выше, а мы топчемся, получается, на одном месте. И правы те люди, которые говорят, что откуда вообще, вот, ну, просто вернитесь в реальность. Вернитесь, откуда у Украины резервы в таком количестве? Нет, конечно, можно под эти деньги европейские опять снизить мобилизационный возраст, запретить выезжать 18-22-летним, ну и, в общем, сделать там набор феерического, скажем так, мобилизационного, ну, не знаю, самоубийственного шага, да, я считаю, все-таки поэтому это, в принципе, и не делают, потому что тогда точно война закончится быстро, и деньги пропадут неизвестно куда, и будут опять шасси, самолеты, как в Афганистане. Но, тем не менее, вот все-таки есть надежда на то, что мир нужен, и вот надежда, что он придет, этот мир. Чего мы вам и желаем в сегодняшний день Николая Чудотворца.